энергичное звучание, 3 предустановки, такие как Bass Boost Plus, баланс и четкий, удобное приложение, полноценное сенсорное управление, игровой режим, который снижает задержку до 83 миллисекунд, последний Bluetooth чип, водонепроницаемость класса IPX4 и шикарное время автономной работы до 40 часов, разумеется, вместе с боксом. Обо всем этом нам, разумеется, заявляет производитель в рекламе к наушникам под названием Realme Diza Buds P. Но как на самом деле дела обстоят у данных наушников, вы сейчас узнаете. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для Diza упаковке. На ней имеется изображение модели и характеристики. Упаковка выполнена из тонкого картона, пакинг обыкновенный и привычный для нас. Мы же помним, что Diza это те же Realme, только подешевле. Конвейер один. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C, краткое руководство. Весит бокс без наушников 31 грамм. Вес одного наушника 3,6 грамма. Габариты бокса небольшие, 52 на 56 на 25 миллиметров, как в целом и наушники 30 на 17 на 17 миллиметров. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Его размеры 4,1 на 7,5 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, там прям мега классные предложения в последнее время для российского ритейла. Приятные цены у дома, когда курс растет, правда? Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме продолжим. В продаже есть 3 расцветки у этих наушников, это синяя, черная и белая. Дизайн бокса обыкновенный, ничем он не примечательный, но плюс, что он матовый. Изготовлен бокс из пластика, не скажу, что тактильно приятного, но довольно прочного, по ощущениям и по тестам. В кармане он не мешается, за время использования потертости не собирал, что хорошо. Сборка хорошая, люфт у крышки минимальный и только в закрытом состоянии. На корпусе расположили LED-индикатор, надпись Diza и разъем Type-C. Одной рукой открыть бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень даже удобно. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом и краткая информация мелким шрифтом. Наушники в боксе слегка гуляют, и если попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники из бокса не совсем удобно, так как они скользкие. Емкость аккумулятора 480 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 1 час 30 минут. Беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, не больше. Саморазряд у бокса я не наблюдал, и это радует. Перейдем же, собственно, к ушам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Выглядят они неплохо, сборка данной пары хороша. Из ушей они не выпадают, лично у меня подойдут по посадке, я считаю, многим, потому что понятно, кого они по форме копируют. У меня они сели хорошо, при занятии спортом из ушей они могут не выпасть, но придется их постоянно поправлять. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, микрофоны с ENC шумоподавлением, не путаем с ANC, и сенсорную панель, которая обозначена 3 рельефными точками. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима и переключение устройств. Одиночного тапа нет. Настроить тапы можно в приложении. Регулировки громкости, к сожалению, также не завезли. Но отлично, что все команды, которые представлены в приложении, можно использовать полноценно. На тапы наушники откликаются хорошо. Команды сопровождаются системными звуками, и это не бесит. Оснащены наушники 13-миллиметровыми динамическими драйверами. Заряд наушников в шторке отображается. По одному наушники работают, но переподключение не бесшовное, а с заметной задержкой. Но главное, оно есть, правда? Автоматически подключаются наушники после изъятия из бокса, значит бокс не умный. Полноценного мультипоинта нет, как и датчиков обнаружения уха. Это такой фейл, но хорошо, что тапом переключаться между последними 2 устройствами можно. Так что считайте как мини-мультипоинт. Прям это очень круто. Далее емкость аккумулятора наушников 40 мАч, полный цикл зарядки 50 минут. Отыграли на 75% громкости по кодеку SBC они со звуковым эффектом баланс 6 часов, что хороший результат. 10 минут подзарядки бокса дали 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Разумеется, заявленных 4 часов нет. Далее, водонепроницаемость класса IPX4, я искупал их в воде около 30 секунд, и по итогу функционал не пострадал, что и стоило ожидать. Но вам я не советую специально топить девайсы с подобным классом водонепроницаемости, так как они максимум защищают от пота или дождика. Тем более очень сильно все зависит от стоимости устройств. Вы же понимаете, что чем дешевле девайс, тем меньше заморачивались по поводу его защиты. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а заряд бокса не отображается. Далее есть 3 звуковых эффекта. Это Bass Boost Plus, баланс и четкий, что уже стандартно для Realme.
Realme в принципе. Те, кто смотрит мои обзоры, знают. Также есть функция увеличения громкости, включения-выключения игрового режима, функция автоответа и настройки тапов. Кастомного эквалайзера в стоке нет. Последнее — это обновление прошивки, но мне обновления еще не прилетали. Bluetooth версии 5.3, что хорошо, из кодеков на борту я обнаружил только SBC, но к яблочным девайсам они тоже подключаются. Через одну стену не отваливались, и фризов я не наблюдал, как в целом и через две. Задержка на YouTube незаметна. Включенный игровой режим по заявлению производителя снижает задержку до 88 миллисекунд. По факту 88 миллисекунд мы, разумеется, не имеем. Несмотря на это, задержка в играх незаметна, играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются со своей задачей не совсем мрачно, но я бы не сказал точно, что великолепно. Перегруз присутствует, и голос искажается прям заметно. А это встречается у большинства ТВС-наушников. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Realme Diza Buds P микрофонов. И, как вы помните, звучание здесь энергичное, Bass Boost Plus, разумеется, в наличии. А насколько хорошо они отрабатывают в тех условиях обстановки, которые вы сейчас наблюдаете, вы можете оценить сами. Но опять же помним, что в дешевых наушниках, а это все-таки а-ля выгодное предложение, хотя и Realme, хотя и все хорошо, супер микрофонов не бывает. Если вы будете в очень шумной обстановке, они, конечно, вывозить не будут. С другой стороны, в помещении либо без сильного ветра они будут отрабатывать неплохо. Звучание. В стоковом звучании без применения предустановок запаса громкости мне лично было достаточно. Но напоминаю, что есть функция для увеличения громкости. Технология Bass Boost Plus. Не скажу, что сильно изменяет звучание, но заметно. Оно становится более глуховатым. Со стоковой предустановкой Balance есть неплохая имитация баса. Я был приятно удивлен, как звучали низкие частоты с ней. Высокие звучат выразительно, середина с приятной проработкой, и в общей картине звучат они довольно энергично. Каши из частот нет. Детальности достаточно. Инструментал отыгрывают неплохо, во всяком случае он различим. Честно говоря, я ожидал намного худшего звучания, но по итогу данная пара показала себя хорошо, учитывая стоимость и форм-фактор. Можно сказать, Buds P подойдут даже для любителей баса. Ну, во всяком случае, знакомых с данным форм-фактором. Минусы: нет датчиков обнаружения уха, нет регулировки громкости, для настройки звучания не предусмотрели полноценного кастомного эквалайзера, что неудивительно, в принципе, опять же, учитывая стоимость. Хотя, вспоминаем некоторые QCY, ладно. Скользкие материалы самих наушников. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды. Опять же, подписываемся на телеграм-канал скидок. Там много всего интересного. И, кстати, промокоды есть. Пусть не на Али, но на что-то другое. Главное, процесс идет. Рынок работает. Пусть и серый. Нам-то какая разница, как его называют. Правда, главное, чтобы железки были дешевле. Не забудьте подписаться на YouTube канал, разумеется, и поставить лайк этому видео. Резюмирую. Realme Diza Buds P. Простенькие, недорогие вкладыши с последним Bluetooth, низкой задержкой в играх, приятным звучанием, полноценным управлением, несмотря на то, что нет регулировки громкости, удобным приложением и корректной работой, что круто. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту, и благодаря вам как раз каждый день последние 1,5 года выходят новые ролики. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.